Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о курице, но не о том, как ее приготовить. Мы поговорим о живой птице, что она живет не только в холодильнике или кастрюле, а о том, как она выглядит до этого, где она появилась и что было в начале, курица или яйцо, а возможно и петух. А еще многие думают, что курица глупая птица, пугливая и постоянно кудахчет. И используют это слово, наговаривая на своих любимых самочек. А наша задача разобраться с этими вопросами и постараться найти на них ответы. Поехали! Ни для кого не секрет, что курица – это птица со своим отрядом курообразные или куриные. Это очень большой отряд, в котором присутствуют цесарки, куропатки, глухари, индейки и даже красавцы-павлины. В отряде 5 семейств, одно из которых фазановые. В свою очередь семейства делятся на подсемейства, а те в свою очередь на рода. И в этой сложной иерархии курообразных мы добрались до рода кур, так интересующих нас. В этом роду 4 вида: зеленая джунглевая курица, цейлонская джунглевая курица, серая джунглевая курица и банковская джунглевая курица. И последний вид имеет прямое отношение к домашней курице, ведь он является родоначальником всех домашних кур. Их одомашнивание произошло в Китае и Юго-Восточной Азии около 6000 лет до нашей эры. В Индии около 3000 лет до нашей эры. Оттуда домашние куры, видимо через Иран и Малую Азию, были распространены в Европу. И скорее всего еще до Колумба полинезийцы завезли кур вьетнамско-китайской популяции в Южную Америку. Как выглядят курицы, многие видели. Внешне курица выглядит как любые представители пернатых и имеет 2 лапы, оперение, крылья и небольшой хвост. Дальше все сложнее, но обо всем по порядку. При виде петуха сразу обращаешь внимание на его роскошные серьги и гребень. Глава куриного семейства ходит по курятнику и горделиво покачивает ими. Сразу видно, идет хозяин двора. У петуха высокий прямо стоящий гребешок алого цвета. Он большой и мясистый. От обеих сторон клюва к шее спускаются такие же яркие серьги. Курицы тоже могут похвастаться украшениями, но у них нет длинных висячих сережек, а гребешок маленький и не такой, как у петухов. Размеры гребней зависят от породы. У яичных кур они крупнее и хорошо развитые, у мясных поскромнее, у декоративных и бойцовских пород еще чуть-чуть меньше. Кстати, чувство собственной значимости петуха напрямую зависит от размера серег и гребня. А одна из важнейших задач подобных украшений – это завлечение самочек. Если в курятнике несколько петухов, куры, скорее всего, выберут самца с самым большим гребнем. Действует принцип естественного отбора. Но и это еще не все. Со временем ученые выявили связь между гребнем и самочувствием кур. Он является самым настоящим индикатором их здоровья. У здоровых птиц гребешок яркий и мясистый. Если курица болеет, он западает на бок и может поменять цвет. Бледнеет, синеет или темнеет по краям, в зависимости от заболевания. Еще одна важная задача – терморегуляция. В гребешке и сережках находится много мелких кровеносных сосудов. В сильный зной они расширяются и повышают теплоотдачу, а в холода сужаются и уменьшают. Таким образом, украшения участвуют в теплообмене и регулируют температуру организма. А чего нет у курицы, а есть у петуха? Правильно, шпор. Шпоры у петуха – это особые наросты на лапах, являющихся оружием и средством защиты птицы. В основе шпоры костная часть, которая прирастает к кости. Это образование является половым признаком самцов. Ученые утверждают, что описываемые образования позволили выжить наиболее сильным особям в процессе эволюции. Развитые шпоры являются признаком сильной и привлекательной для самок особи, способной оставить здоровое потомство. Формироваться шпоры начинают у петухов с 3-месячного возраста. Сначала появляется небольшой бугорок, а уже году шпоры хорошо видны и выступают на 90 градусов по отношению к ноге. В дальнейшем размер шпоры ежегодно увеличивается. Возможно, для кого-то будет новостью, но куры летают. Да, просто невысоко и недалеко. Кто
Кто жил в деревне или хотя бы выезжал туда на лето, знают, что иной раз куры способны взлететь на забор или курятник, да и на насесты они как-то взбираются. Крыло курицы действительно способно поднять ее в воздух. Конечно, парить в облаках курица не может, но на определенную высоту взлететь в принципе способна. И даже способна пролететь некоторое расстояние. Небольшое, в среднем от 10 до 30 метров, в зависимости от породы и веса. Дело в том, что некоторые их породы, благодаря селекции, утратили способность к полетам, да и откармливают их часто таким образом, что птица набрала как можно больший вес, что также усложняет для нее задачу по покорению небес. Однако в целом большинство пород все же не до конца утратили способность к полетам и при желании вполне могут перемахнуть забор и совершить коротенький небесный вояж. И что касается полетов, то это еще цветочки. Если говорить о внешнем виде, то тут можно запутаться, ведь существует огромное количество отдельных пород и разновидностей кур, а также и кроссов строго прописанных сложных гибридов пород и линий, так же как и множество поместной птицы, разводимой в приусадебных хозяйствах. До настоящего времени еще никто точно не посчитал, сколько пород кур содержат птицеводы во всех странах мира. Ориентировочно известно, что их более 700. Окрас у домашних куриц самый разнообразный, но чаще всего встречаются белые, рыжевато-коричневые и пеструшки. Окрас петушков ярче и богаче, чем у курочек. Вес домашней птицы варьируется от 400 грамм до 7 килограммов. Самые маленькие куры в мире – малазийские серамы. У этой породы кур весьма необычные породные характеристики. Тело поставлено практически вертикально, хвост поднят под прямым углом в 90 градусов, шея выгнута ярко выраженной дугой. Слабо выгнутая грудь и хвост считаются дефектами породы. У петухов ноги расставлены широко, хвост с несколькими косицами, крылья свисают до пола. А самые большие – мастер грей. К 6 месяцам они могут весить 3,5-4 килограмма, а петухи до 7. При этом куры начинают нестись уже в возрасте 3,5 месяца. Утверждают, что за год от одной курицы можно получить до 300 яиц, как от представителей лучших яичных пород. Порода имеет очень красивую серо-белую окраску. В оперении чередуются серые и белые перья. Ярко-красные сережки и гребень добавляют нарядности. А вы слышали про черных куриц, у которых черное буквально все? Эта порода называется Ayam Cemani, и она очень популярна во всей Индонезии. Ayam Cemani имеют доминантный ген, который вызывает гиперпигментацию. Это приводит к тому, что куры черные не только снаружи, но и внутри. Их кости и внутренние органы тоже черные. Кровь у них красная, но существенно темнее, чем у кур обычных пород. Эта птичка одна из древних одомашненных птиц и с европейским населением столкнулась относительно недавно. Только в 20-х годах прошлого века, когда на родных индонезийских островах ее впервые стали изучать голландцы, а спустя еще почти 80 лет их вывезли на континент. На родине Ayam Cemani используют в производстве яиц и мяса для местного потребления. Еще одни интересные представители – китайские шелковые куры. Они также имеют тысячелетнюю историю. Родина – Китай. Куры носили название силки. Перья у шелковых кур не имеют крючков и поэтому не могут быть сцепленными между собой. Поэтому эти куры выглядят шерстяными. Своим привлекательным видом сразу обращают на себя внимание. Нормальная структура перьев характерна только для части маховых перьев крыла и рулевых хвоста. У породы есть несколько других необычных качеств, такие как черная кожа и косточки, синие мочки ушей и 5 пальцев на каждой ноге, тогда как у большинства кур только 4. А есть куры с самыми длинными хвостами. Это куры феникс. Но это скорее относится к петушкам. В средневековой Японии эти красивые творения прослыли украшением двора императора. Особое значение придавалось длиннохвостым петушкам, которые содержали в декоративных клетках или в высоких узких прозрачных шкафах. Их особенностью является необычное длинное до 3 метров хвостовое оперение петухов, но показатели могут достигать 10 метров. Невероятно красивые курочки-рябы породы виандот, курчавые куры-падуаны, сибрайт,
удивительные куры Амираукана, несущие оливкового цвета яички, хохлатые куры, порода Пальверара, павловская хохлатая курочка, аппенцеллеры, русская хохлатая, куры Гадонгтао или вьетнамские слоновьи куры. И еще несколько сотен пород. А есть курицы совсем без перьев. И казалось бы, кому может прийти в голову идея о создании голых несушек, не защищенных пухом и пером? Но жильцы южных регионов, где температура воздуха в летний зной превышает отметку в 50 градусов, знают, как страдают от этого пернатые. Из-за жары на территории Израиля ежегодно погибало около 10 тысяч наседок в домашних и фермерских хозяйствах. Не выдерживали даже самые стойкие. Именно это подтолкнуло тамошних ученых на разработку гибрида, который мог бы уживаться в жарком климате. Виновником появления куриц стал Авигдор Каханер, известный израильский селекционер, который работал над ее созданием. В качестве генетической основы он использовал бройлеров, которые скрещивал с голошейными и прочими разновидностями со скудным перьевым покровом. В каждом новом поколении отбирались самые лысые цыплята, а остальные выбраковывались. Такой цикл работ продолжался 25 лет, до тех пор, пока детеныши не стали полностью лишены перьев. И даже лысые в благоприятных условиях и правильном питании, все куры живут в среднем до 15 лет, но живут намного меньше, ведь человек управляет жизнью курочек согласно его предпочтениям. Вообще все породы, а также кроссы делятся на следующие основные группы по направлению использования. Это мясные куры, например, Брама, Кокенхин, различные породы бройлеров. Яичные куры, Легорн, русская белая, Минорка, Хайсекс. Мясо-яичные куры, Орпингтон, Фавероль, Виандот, Австралорп, Амракс, Кучинская юбилейная, Московская белая, Украинская хохлатая, Нью-Гэмпшир, Рот-Айленд. Бойцовые куры, Азель, английская бойцовая, индийская черная, куланги, малайская и мадагаскарская с неоперенной шеей. Декоративные куры, сибрайт, итальянская куропатчатая, бентамка, карликовый виандот, голландская черная белохохлая, карликовый кокенхин, брама темная, курчавая, падуан, шелковая, ну и голосистые куры, например, юрловская голосистая. Мясные живут меньше всех, пока не наберут вес. Яичные немного дольше, пока у них хорошая яйценоскость. Бойцовые породы живут как гладиаторы, и повезло только декоративным и голосистым породам. И их жизнь полностью зависит от настроения их хозяев. И пока курицы живут, нужно посмотреть, как они живут. Многие думают, как в курятнике: толкни ближнего, накакай на нижнего. Но это смотря какой у кого курятник. И скорее про тех, кто живет на птицефабриках. Если место позволяет, они не такие простые, и у них есть даже своя иерархия. Куры – стадные птицы. Они существуют группами, и в каждой стае есть вожак. В роли вожака – петух, мощный самец кур, охраняющих своих несушек. Но кроме охраны своего гарема, он нужен еще, чтобы будить по утрам прямоходящих. Многие слышали, что куры могут нести яйца и без петуха. Но чтобы были цыплята, петух просто необходим. Самец понравившейся самке делает различные знаки внимания. Например, дает ей свою добычу, скребет ножкой опущенное крыло, ходит рядом с ней, чтобы понравиться. И если понравился и все хорошо, Петя запрыгивает на нее и, как говорят сельские жители, топчет. И только после этого непродолжительного топтания на курице возможно появление цыплят. Конечно, все сложнее, и что после слияния половых клеток на будущем яйце формируется так называемая подскорлупная оболочка, которая формирует железы, находящиеся на стенках яйцевода, а уже в нижней части яйцевода формируется сама скорлупа. А кому это сложно, давайте просто определим, оплодотворенное ли яйцо или нет. Для этого нужно посмотреть при очень ярком свете на него. Если будет видно темное пятнышко, то там находится зародыш, и скоро появится цыпленок. Некоторые думают, что цыпленок формируется из желтка, но на самом
деле это не так. Зародыш находится на самом желтке, который будущий цыпленок использует как дополнительные питательные вещества в период своего развития. А еще все куры линяют, и это нормальный процесс и совершенно естественный. Куры линяют один раз в год. Линька у кур может начаться летом, а может и осенью, в октябре, когда дни становятся короче и погода станет прохладнее. Это знак: прощаемся со старым, обрастаем новым. Гормоны запускаются и начинается линька. Кур часто по незнанию считают глупыми птицами. Однако проведенные исследования показывают, что куры обладают рядом мыслительных способностей. Например, они умеют считать. Кроме того, курам свойственна сложная система социальных отношений. Если в стаде несколько петухов, один из них доминирующий. Недоминирующие петухи не издают звуки, а лишь делают характерные движения. У кур есть важнейшая особенность. У них есть свой язык, состоящий из более чем 30 звуковых сигналов. Причем память у них хоть и куриная, но есть. Куры запоминают лица и легко обучаются. Курочка нежно заботится о цыплятах. Она остервенело бросается на их защиту, бережно прикрывает крыльями в холода, а еще обучает важным куриным навыкам. И если птицам некомфортно или они испытывают отрицательные эмоции, то сердце матери трепетно колотится. Чтобы их успокоить, она применяет подбадривающее квохтанье. Многие имели счастье наблюдать за птичьим двором, но не каждый внимательно присматривался к поведению куриц. Если птица важничает, уверенно ходит и намеренно демонстрирует пофигизм ко всему происходящему, значит, ее положение в обществе высокое. В стайной модели поведения присутствует взаимовыручка. Когда доминантный петух находит лакомство, то подзывает прелестниц громкой песней и танцами. Дамы оценят заботу и наградят его первенством при создании потомства. Петух рангом пониже может использовать данный трюк в корыстных целях. Сделать вид, что нашел кормушку, а потом станцует и споет. Если лидер засечет манипуляцию, то нападаст негодяю, а куры, рассекретив хитрый маневр, перестанут обращать на него внимание. Уже через неделю после рождения птенцы начинают устанавливать иерархические связи. Цыплята ведут себя по-разному. Одни сбиваются в желтую кучку, другие спят отдельно, третьи бегают между первыми и вторыми, пытаясь понять, умные они или красивые. Большое социальное значение имеют игровые наскоки. Со стороны кажется, будто желторотики потеряли координацию и случайно налетели на собрата. Отнюдь. Сейчас они смотрят, кто кому сможет дать отпор. Кстати, знаменитая кукареку по утрам вовсе не будильник. Петух заголосит даже в закрытом помещении, куда не пробиваются лучи солнца. Он живет согласно биологическим часам. Слово «проспать» ему не знакомо, а сигнал был подслушан петухом из дикой природы. Просыпаясь, он сообщает конкурентам, соседям и всему миру о том, что у данной конкретной территории уже имеется полноправный хозяин, и претендовать на нее не стоит. А еще курочки умеют дружить. Иногда парочка дамочек неспешно гуляет по птичьему двору и все норовят уединиться. И это, дорогие друзья, лучшие подруги. В сторонке они обсудят главного Петю подворья, почистят перышки про других куриц, ну и обсудят методы воспитания чужих цыплят. И если кто-то поднимет перья на подругу, ее подружка мигом пойдет в атаку, а в случае недуга птицы станут сопереживать друг другу. Далеко не всегда птицы выражают свои эмоции вслух. Курица, сидящая в углу и не чистящая свои перья, демонстрирует либо плохое настроение, либо болезнь. Если же птица распушится, вытянет вперед голову и приоткроет клюв, надо посторониться. Ряба решила высказать свой протест и обязательно восклюнет. Петух, щеголяющий с поднятыми перышками, выражает свое довольство. Ему хватает пространства для маневров, и гарем его устраивает. Да и птенцы не так просты. Уже через сутки после рождения птенец фиксирует материнский образ в памяти. Впоследствии он научится распознавать и узнавать до 100 физиономий. Это касается не только сородичей, но и двуногих и других представителей птичьего двора. Цыплята помнят и самых сильных,
и самых слабых. Если определенная особь зарекомендовала себя с худшей стороны, то общественное мнение будет единым. Обижать, подвигать и игнорировать. А перед сильными петухами слабые птицы лебезят, как некоторые перед строгим начальством. А пока начальника нет, спорят, что появилось раньше, яйцо или курица. На самом деле версий тьма, а наше предположение, что яйцо появилось задолго до курицы, ведь яйца несут не только они. А вот куриное яйцо снесла именно курица. И здесь все намного сложнее. И спор будет бесконечен. А пока все думают над этим, мы разберемся, как появилось само слово курица. Ведь это тоже интересно. В этой истории сначала была кура. У любой уважающей себя куры должен быть еще и кур, чья задача гордо вышагивать по двору, топтать их спины и кукарекать свою знаменитую песню. Берем первый слог, добавляем к нему суффикс «р», и вот перед нами кур, крикун и певец. В буквальном смысле этого слова. Кура петухом назовут только в 15 веке, заменив кура на петуха, образованным от того же корня, и что слово «петь». Петух – тот, кто поет. А первоначальное слово «кур» совершенно исчезнет, сохранившись только в фразеологическом выражении «попадать как кур в щи». А уже позже к слову присоединился суффикс «иц», сделав из нашей птички представительницу женского пола. Курицу. А вот производная от него курица осталась навсегда. А кто жил в деревне, видел и слышал, как бабушка в деревне для того, чтобы собрать всех кур в одном месте, созывала их на цып-цып-цып-цып-цып, и именно так появилось звукоподражательное слово «цыпа», а детеныша цыпы называли цыпля. Уже в 16 веке к этому слову добавился суффикс «ёнок», и получилось знакомое нам слово «цыпленок». И на данный момент куры являются самой распространенной домашней птицей в мире. Куроводство играет значительную роль не только в сфере птицеводства, но и вообще в сельском хозяйстве, доставляя питательные продукты, мясо, яйца, а также пух, перья и ценное удобрение помет. Для производства яиц и мяса кур на промышленной основе созданы крупные птицефабрики и специализированные птицеводческие хозяйства. Курица является одним из самых первых видов диких пернатых, которые были одомашнены человеком. Эти птицы с глубокой древности успешно проживают рядом с человеком и представляют ему всех себя без остатка. В 21 веке ежегодно люди выращивают и съедают около 60 миллиардов кур в год. И учитывая вышесказанное, люди просто обязаны ценить такую птицу, как курица, ведь это живое создание планеты Земля. И кто бы что ни говорил, самая счастливая курица – это живая курица, как и многое на нашей планете. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.